Привет! Эту тему я назвал «Еда будущего» или «Еда нового поколения», как удобно. В принципе, основа основ. Нам нужно понимать, какими мы хотели бы быть там в будущем, через 20 лет, через 30, смотря кто где сейчас находится. И если мы хотели бы себя хорошо чувствовать, выглядеть, быть качественным, да, жизнь у нас должна быть насыщенная, с внуками возиться, не просто лежа на кровати, да, а где-то активно. То есть нужно начать уже что-то предпринимать сегодня. Это же логично. И в одном из видео я говорил, что, цитировал слова Гиппократа, что если мы не будем относиться к еде как к лекарству, вскоре лекарство станет нашей едой. Это как раз и тема сегодняшнего видео. И просто хочу с вами вместе поразмыслить и подумать, какое же все-таки питание сейчас мы имеем, какое было и какое будет. Почти все люди живут в ногу со временем, так или иначе. Одеваются, согласно трендам, покупают себе что-то согласно трендам, опять согласно стилю жизни, качеству жизни, потому что наши современные все девайсы, сфера обслуживания, все уже настолько технологично, что, в принципе, мы не можем без них обходиться. Это процесс технического такого прогресса, да, случился за какой-то промежуток времени. И в питании то же самое. Люди уже более осознанны и понимают все-таки, какую еду, для них, по их мнению, они себе должны организовывать. То есть сейчас люди уже понимают, что много мяса мне вредно будет, я себя неважно чувствую, много сладкого тоже вредно, например. Все это знают, не секрет, бомба замедленного действия. Про алкоголь и другие вредные привычки мы тоже об этом знаем. И мы как-то стараемся их минимизировать. И многие люди экспериментируют с разными направлениями питания. Есть просто всеядные, да, скажем. Есть какие-то направления вегетарианства, веган, еще какие-то там у них есть. То есть я не против этого направления питания, это лично их выбор. Но все мы должны понимать, что не всем удается перестроить обменные процессы, если такое вообще возможно. Химические реакции в организме, они в принципе у всех одинаковы. И элементы, которые нам пища дает, они тоже в принципе работают по одинаковому принципу у всех. Биомашина, она в принципе работает у всех одинаково. То есть наш головной мозг управляет всеми процессами, да, все. И если еды нет, энергии нет. То есть человек без еды не будет жить. Возможно, будет какое-то время, но я думаю, все же определяется сроком службы организма. И наша с вами задача, чтобы мы продлили его как минимум на несколько лет или минимизировали вредные факторы сейчас, которые на нас оказывают и окружающая среда, и общество, и на эмоциональный фон что-то на нас влияет. То есть много всяких факторов. И поэтому люди экспериментируют и начинают, даже некоторые в крайности бросаться. Кто-то диетами занимается. Но все настолько просто сейчас уже сделали, что есть готовые варианты, готовые решения. Сейчас я вам более подробно расскажу, что лично я по этому поводу думаю. Давайте обернемся назад лет на 10 и посмотрим, какими мы мобильными телефонами раньше пользовались. Смотрите, вот мобильный телефон. Что он умел? Да, в принципе, смс принимать и позвонить. А сейчас? Сейчас мобильный телефон — это целый компьютер, который умеет все. Искусственный интеллект чуть ли не в нем встроен. То есть уже настолько усовершенствованная машина в техническом плане, что, в принципе, это чудо, можно сказать, да? Прогресс технический. И я сейчас думаю, мало кто из вас захочет пользоваться этим кнопочным телефоном. Мы привыкли. То же самое произошло в питании. За эти 15 лет очень произошел серьезный технологический прогресс в плане получения ингредиентов, качества извлечения из сырья полезных компонентов. Потом
технологическое обслуживание, оборудование, то, которое формирует наши продукты, оно уже настолько сейчас без человеческого участия все это дело настолько щепетильно, что в принципе и точно, самое главное, что качество продукта в целом очень серьезно отличается от того, что было. Сейчас ни один диетолог, нутрициолог вам не скажет, что чтобы быть как богатырь, нам нужно есть хлеб, молоко и мясо, например. Ну, это все понимают уже, что далеко это не так, и все уже не определяется лишь таким вот питанием. У нас и стиль жизни, и чем мы занимаемся, как мы себя ведем, с кем мы живем, в какой среде, на каком континенте даже. Это все важно учитывать. И вот здесь такие и универсальное решение для всех. Подвожу я вам аккуратно. Для того, чтобы нам не придумывать ничего лишнего, есть бренд Herbalife Nutrition. Это лидер wellness-индустрии. Индустрия красоты и питания. То есть за 40 лет компания уже сделала, а компания, кстати, занимается только внутренним и внешним питанием, больше ничем, то есть направлена концепция на оздоровление организма и в плане питания, и в плане физической активности. Так вот, за 40 лет уже настолько все довели до идеала и сейчас совершенствуются, и в новые продукты, согласно потребностям человека, включаются в наш рацион, чтобы нам дать то, что необходимо. Вспомним то, что вначале говорил. Мы биологически активные машины, ну да, в принципе, активные, да, машины, по большому-то счету. Если у нас есть мышцы, мы должны ими пользоваться, мы активны. Движение – это жизнь. Если мы будем сидеть на месте, то, в принципе, никакой жизни качественно не будет. Так вот, чтобы наш организм правильно работал, ему нужна питательная среда, полезные микроэлементы, макронутриенты, белки, жиры, углеводы, все это знаете. И вот как раз-таки в этом направлении компания очень серьезно подходит к первое, это изучает все то, что нужно, согласно вот, чтобы наша биомашина работала правильно, нутрициология, влияние микроэлементов на организм. И сейчас очень много решений для вегетарианцев, веганов, всех вот этих вот людей, которые думают, что, ну, в принципе, да, они понимают это на собственном организме, на собственных ощущениях, что та еда им не нужна, им нужна другая. Так вот, компания тоже это понимает, они же тоже понимают, что есть процессы закисления организма от того же животного белка. Как минимизировать, как убрать. То есть есть вспомогательные продукты. Все это продумано. Там же не, ну извините, как за такое грубое слово, не дураки сидят, которые не понимают, что такое вегетарианство, что такое кето-диета или еще какие-то другие направления эксклюзивные. Это все учтено. Вот просто знайте, это все учтено. Ну и на основании всего этого уже за 40 лет компания стала такой мощной, что у нее, если факты о компании смотрели, вот в всплывашке посмотрите, я говорил, что у нее много собственных производств, то есть от посаженного семечки до конечного продукта, и плюс очень тщательный контроль поставщиков, то есть то, что нам совне приходит, то есть это все тщательно проверяется. Потом лаборатории, которые наши, их несколько, они проверяют на каждом этапе продукты. Даже есть компании, которые производят сбалансированное питание, а их очень много, и все тянутся за лидером, ну это понятно, равняться всегда на кого-то нужно. И эти продукты тестируются в лабораториях компании Herbalife Nutrition, если вы не знали, на секундочку. Также у компании есть центр исследования по влиянию на физическую активность, то есть там новые продукты для спортсменов разрабатывают. Это тоже очень важно. Это ни одна компания такого не имеет, в принципе. Если кто-то имеет, я ошибаюсь, напишите в комментариях, я буду знать. Но насколько я осведомлен, что такого нет ни у кого. То есть просто мощностей таких нет. Не может себе позволить компания такие вещи. Ну, про клинические исследования в разных странах я уже говорить не буду, я об этом уже говорил. Многие производители боятся отдавать свои продукты на клинические исследования почему-то. Ну, все вопрос в том, что должно быть соответствие на баночке и внутри. Качество. Компания Herbalife Nutrition – это качество. Итак,
Давайте подведем. Я просто чисто искренне от себя советую заменить свой кнопочный телефон в тарелке у себя на продвинутый смартфон хотя бы на месяц и ощутить ту энергию технологического полета, да, прогресса у себя вот здесь, в организме, для того, чтобы нам запитать все наши клетки, а их 100 триллионов, мы это клетки, да, мы организм это клетки, это не голова, рука, нога, желудок, это клетки. И если питание клеток будет качественным, а Herbalife Nutrition это производитель клеточного питания, настолько качественно мы будем себя ощущать энергичными, качественно жить долго и счастливо. Поэтому меняйтесь и живите в ногу со временем и пользуйтесь всеми возможностями, которые дает сегодняшний мир. Нет, стоп, забыл. Если вам понравилось видео, ставим класс, подписываемся и нажимаем на колокольчик. Переходите в описание, если какие-то ссылки и были здесь упомянуты, они есть в описании. Читайте подробное описание, пишите вопросы, комментарии и смотрите какие-то другие видео и развивайтесь. И если вам нужна моя помощь, пишите в личку WhatsApp или Telegram. Все, увидимся, пока.